Всем привет! Меня зовут Юлия Гензина. Вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. И подмерный детский плач, если вы услышите его, потому что здесь у нас за стеной ребенок плачет, а еще под звуки иногда дрели, я вам сегодня хочу рассказать про удивительную зигзагообразную мозаику. Итак, что же это такое? Как вы уже, наверное, поняли по тем образцам, которые я вам сейчас показываю, это мозаичное вязание крючком, представленное в полотне в виде зигзага. Зачем? Затем, что это очень весело, прикольно и очень просто вязать. В результате мы с вами можем получить такой вот прекрасный плед, зигзагообразный плед с мозаичным рисунком. Прелесть в том, что действительно вязать очень просто. В этом видео в конце я вам покажу, какую схему я выбрала для зигзага, которая мне больше всего понравилась. Я также здесь делаю кромочные петли. В чем азарт? В том, чтобы уложить мозаичный узор в такую вот зигзагообразную форму, чтобы полотно смотрелось гармонично. Как вы можете видеть, я пробовала на разных фрагментах. Они отличаются все размером грани. Здесь самая маленькая грань, я пробовала здесь такие простые совсем рисунки. Здесь уже была грань побольше, а я уже уложила сюда немножко другие рисунки, поняла, какие смотрятся лучше, какие хуже. В итоге для пледа будущего я выбрала вот такой размер грани. Мне кажется, как раз, что именно такой зигзаг позволит и мозаику хорошо показать, и для пледа он идеален в том смысле, что хорошо представляет рисунок объемно, то есть не будет ничего мельтешить, не будет ничего рябить. И здесь уже, соответственно, другие узоры. Что мне еще понравилось? Конечно, это такие мозаичные зигзагообразные пледы, например, отличный способ для утилизации остатков, потому что вы можете зрительно разделять полосы с узорами, другими цветами контрастными, то есть пускать туда разные остатки клубков, которые у вас есть, и все это будет прекрасно смотреться. Итак, по самой технике вязания. С мозаичным вязанием вы уже знакомы. Если не знакомы, то помните, что у меня на канале есть уроки с нуля, их уже, по-моему, больше 20. Для того, чтобы научиться вязать прямое мозаичное полотно, вам будет достаточно посмотреть первые 2-3 урока, чтобы уже на образцах потренировать эту технику. В зигзагообразной мозаике та же самая техника, ничего нового, кроме углов. То есть, чтобы у нас полотно поднималось и опускалось, да, чтобы образовывался такой вот зигзаг, нам нужно делать прибавку в углу, так же, как мы с вами делаем при центровой мозаике, то есть мы в углу провязываем там либо столбик без накида, 2 воздушных петли столбик, либо 3 столбика без накида, как вам больше нравится. Вот мы должны эту прибавку здесь сделать, чтобы сформировать угол. А дальше мы должны, наоборот, сформировать вот такую выемку. Ее тоже можно делать разными способами. Я выбрала для себя способ пропуска 2 петель. То есть здесь я провязываю 3 петли в одну, здесь я пропускаю 2 петли, и таким образом у меня получается вот такое вот падение. Можно здесь вязать, например, там 3 столбика, там 2 столбика как один. Я пробовала разные способы, в итоге остановилась все-таки на таком, мне такой больше нравится. Итак, что я вам предлагаю сейчас сделать? Во-первых, в описании к этому видео вы найдете ссылку со схемой, на которой вы сможете потренировать эту зигзагообразную мозаику. А кроме того, сейчас я вам покажу, собственно, как я вяжу этот зигзаг, какой способ провязывания полотна я выбрала. Обратите внимание, что у меня есть кромочные петли, поэтому при подсчете начального количества петель я учитываю и их. Теперь давайте посмотрим на примере, как нам связать такой зигзаг. Итак, для начала рассчитываем раппорт нашего узора и определяем количество петель, которые нам нужно набрать. Предположим, одно ребро у меня равно 4 петлям. 4 петли умножаю на 2, получаю 8. То есть это вот такой раппорт узора будет 8, а на полотне он будет выглядеть вот так. Одно ребро вверх, одно ребро вниз. Этого мне будет мало для того, чтобы вам показать саму технику, поэтому я наберу петли для 2 раппортов. То есть 4 плюс 4 – 8, плюс 3 петли – 11. 11 петель мне понадобится, чтобы связать вот такой один раппорт. Чтобы связать 2 раппорта, 11 умножаю на 2. Получается 22. 22 петли. Еще раз, как посчитать раппорт? Берем одно ребро, умножаем его на 2 и прибавляем 3 петли. Это раппорт узора. В моем случае 4 плюс 4 – 8, плюс 3 – 11. То есть раппорт узора 11 петель. Чтобы связать 2 раппорта, я буду набирать 22 петли, но это еще не все. Мне еще нужно 2 кромочных слева,
2 кромочных справа, это 4 петли. И еще не забыть надо, что я буду вязать после начальной цепочки со второй петли от крючка. Это значит, надо еще плюс 1 петлю прибавить. То есть итого плюс 5 петель. К 22 прибавляю 5, получается 27 петель. То есть, чтобы мне связать 2 раппорта, грань узора которого у меня 4 петли, мне нужно набрать 22 плюс 5, 27 петель. Набираю их. Итак, 27 петель готовы. Переворачиваю цепочку и, начиная со второй перемычки от крючка, провязываю 2 столбика без накида. И эти 2 столбика без накида – это мои правые 2 кромочных. Провязала. Следующую петлю после кромочных в каждом ряду я буду так делать, я буду пропускать. Также и в конце ряда, где здесь будет в конце 2 кромочных, и перед ними петлю я тоже буду пропускать. Итак, провязали 2 столбика, следующий столбик пропустили, и в следующий после него вяжем первое ребро, то есть вяжем 4 столбика без накида. Провязали 4 столбика без накида, первое ребро готово. В следующую петлю вяжем 3 столбика без накида. Формируем таким образом угол, так же как мы с вами делаем в квадратах или в прямоугольниках. Провязали. Дальше начинаем вязать второе ребро. Снова 4 столбика без накида. Это второе ребро у нас будет опускаться вниз. Вот такая получилась штука. Провязали 4 столбика. Теперь следующих 2 петли пропускаем для того, чтобы образовать вот эту нижнюю выемку. Вяжем снова 4 столбика без накида. Это будет наше третье ребро. Связали. Следующую петлю делаем угол, то есть вяжем 3 столбика без накида. И дальше вяжем оставшиеся 4 столбика, необходимых нам для последнего 4-го ребра в ряду. 3 и 4. У нас осталось 3 петли. Одну петлю мы пропускаем, как и договаривались, и в последние 2 вяжем наши 2 левые кромочные петли. Вот такое получилось у нас полотно в виде буквы М. Здесь опустились, здесь поднялись, здесь поднялись. Обрываем нить, это прямая мозаика. В каждом ряду нам нужно менять цвет. Присоединяем нить контрастного цвета. Завязываю узелок и присоединяю, как мы обычно с вами делаем. Ввожу крючок под обе стенки первой кромочной петли. Провязываю 1, 2 кромочных. Следующую петлю пропускаю и теперь уже за дальнюю стенку каждой петли вяжу первое ребро, первые 4 столбика без накида. Дошла до угловой центральной петли, в нее вяжу 3 столбика без накида. Второе ребро, снова 4 столбика. Как вы понимаете, длина ребер может быть вообще разной даже в одном ряду. Главное рассчитать петли. Вы можете сделать как в борджелло. Здесь длиннее, здесь короче, здесь опять длиннее, короче. Как вам хочется. Все зависит от схемы. Итак, второе ребро провязали. Опять 2 петли пропустили. И дальше вяжем третье ребро. 1, 2, 3, 4. Дошли до угловой петли. Провязали в нее 3 столбика, снова ребро, 1, 2, 3, 4. Петлю пропускаем и вяжем 2 кромочных. Предположим, со следующего ряда вам нужно уже провязывать столбики с накидом для формирования мозаичного рисунка. Вы это делаете по схеме. Напомню, что ссылку на схему вы найдете в описании к этому видео. Но есть некоторые нюансы. Нужно чуть больше на первых порах обращать внимание на место, куда вы будете опускать столбики с накидом.
поскольку полотно не прямое, а зигзагообразное, то есть некоторые тонкости. Смотрите, вот я провязала 2 кромочных, одну петлю пропускаю, допустим, по схеме у меня в следующую петлю столбик без накида, а потом столбик с накидом. Вопрос, как четко определить петлю, куда опускать этот столбик с накидом? Дело в том, что здесь полотно изгибается, особенно после кромочных, вот в этом месте, и бывает тяжело понять, в какую именно перемычку опускать этот столбик. В этом случае смотрите внимательно на схему, а точнее на тот ряд, в который вы опускаете этот столбик, вот в этот. На схеме посчитайте, сколько квадратиков у вас без крестика до того момента, когда нужно провязать столбик с накидом. Предположим, там 3 здесь квадратика в этом ряду без крестика, а потом уже в 4-й опускается. Вот так вы здесь и посчитаете эти перемычки. То есть вот видно, вот у нас 2 кромочных, вот первая перемычка, 2-я, 3-я и вот 4-я. Значит, в эту 4-ю мы и будем опускать наш столбик. Такой контроль поможет вам избежать таких скошенных немножко столбиков и ошибок в петлях. Дальше все традиционно пропускаем ту петлю, которая осталась сзади. Провязываем здесь оставшиеся 2 петли, в центральную петлю 3 столбика без накида. Дальше, например, провяжем опять 2 петли. Снова нам нужно понять, куда опускать этот столбик. То же самое, смотрим по схеме, сколько у нас перемычек, то есть сколько у нас в этом ряду квадратиков до того, как нам нужно опустить. Или смотрим здесь, то есть вот мы провязали этот столбик с накидом, вот в эту перемычку, смотрим, сколько у нас перемычек до угла остается, да, пустых. Раз, и вот угловая. Значит, здесь нам нужно сделать симметричную, ну, схема симметричная, по крайней мере. Вот угловая, раз, значит, в эту, сюда, нужно опустить наш столбик. То есть в этом будет небольшая сложность, по крайней мере, непривычно первое время, куда опускать эти столбики. Еще один нюанс, тоже непривычный, надо не забывать здесь пропускать 2 петли. Как их определить почетче? Вот они видны на самом деле. То есть вот мы видим, где в предыдущем ряду мы пропускали, вот они, 1 и 2. Обязательно их пропускаем и вяжем в следующую. Снова для симметрии смотрим, сколько нужно пропустить здесь перемычек, или от угла посчитать, куда нам провязать. Соответственно, то же самое, вот угловая, вот следующая за ней перемычка, значит, опускаем сюда. По схеме там будет видно, как располагаются петли в зигзаге, то есть схема в виде зигзага сама. Поэтому вы сможете сопоставлять полотно со схемой, и проблем быть не должно. Ну, соответственно, вы знаете, если проблема будет, вы всегда можете меня спросить и мне написать. Итак, здесь у нас после угла еще 1 петля, и теперь уже опускаем столбик с накидом. Я вяжу сейчас не по схеме, просто вам показываю, как можно действовать. Последняя петля осталась, пропускаем ее и провязываем 2 кромочных. Собственно, все, вся техника. Повторю, что я выбрала эту схему, потому что мне понравилось, как в ней ложатся мозаичные узоры. Вы можете вязать зигзаг по любой другой схеме, которая вам нравится. Помните, что столбики без накида нужно провязывать за дальнюю стенку, чтобы было куда потом опускать столбики с накидом. Ну и этот способ провязывания кромочных и расчет, да, с пропуском этих петель тоже мне понравилось, как в полотне это все выглядит. Ну что ж, пробуйте обязательно, ссылка на схему в описании. Буду рада вашим отзывам, вашим результатам. Также вы найдете в описании к видео ссылку на отдельный чат в Telegram, где мы будем всю эту нашу зигзагообразную мозаику перетирать, всякими узорами делиться и вообще развивать это направление. Спасибо вам большое, буду рада любым вашим комментариям. Вяжите на здоровье и вообще будьте здоровы. Пока-пока.